Сегодня я хочу поговорить о глобальной проблеме изменения климата на планете. Уже есть действующие договоренности большинства стран о совместной работе в этом направлении. Кстати сказать, некоторые из них уже действуют довольно давно, это Киотский протокол. Россия считает такое сотрудничество жизненно необходимым. Крупнейшие экономики мира, а значит и крупнейшие эмитенты парниковых газов, такие как Соединенные Штаты, Китай, Индия, Россия, Бразилия, другие, должны одномоментно принять на себя необходимые обязательства и неукоснительно их соблюдать. Хотел бы специально это подчеркнуть. Это должны быть одномоментные принятые обязательства и обязательства, которые мы будем соблюдать вместе. Наши разрозненные усилия будут абсолютно безрезультатными и бессмысленными. Это вопрос существа, и я еще раз говорю, нужно заниматься всем этим вместе. Считаю также, что необходимо использовать дифференцированный подход к формированию обязательств развитых и развивающихся государств. Мы все находимся в разной ситуации. Нужно, чтобы они не противоречили нашим экономическим возможностям и, что очень важно, приоритетам развития каждой из наших стран. Понятно, что у молодых индустриальных экономик будет большая потребность в энергетических ресурсах, чем, скажем, у постиндустриальных держав, которые уже развили свою экономику. Хочу особо подчеркнуть, что по масштабам снижения выбросов наша страна является уже мировым лидером. Наша роль в улучшении глобальной экологической ситуации связана и с ролью наших лесов. Наш вклад должен учитываться международным сообществом. Однако мы готовы поставить для себя и новую задачу. В чем она? Она заключается в том, чтобы сократить выбросы парниковых газов к 2020 году на 25%. Это очень значимая цифра, если считать за базу 1990 год. Таким образом, за период с 1990 года по 2020 год Россия обеспечит общее снижение выбросов парниковых газов более чем на 30 миллиардов тонн. Это очень значительный вклад в мировую копилку. Мы сможем достичь этого при повышении энергетической и экологической эффективности нашей экономики. То есть, по сути, при той модернизации, которую мы задумали. При последовательном внедрении энергосберегающих технологий и развитии возобновляемых источников энергии. Что здесь планируется сделать? Мы планируем повысить энергоэффективность нашей экономики к 2020 году на 40%. Это один из первых указов, который я подписал как президент. Во-вторых, уже принят закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности нашей экономики. И началась отдельная работа по изменению нормативной базы в области энергоэффективности, в том числе создание соответствующей серии технических регламентов. В результате наша доля в этом смысле станет лучше. В частности, доля малоэнергоемких отраслей в структуре энергобаланса станет лучше. И принято отдельное решение о поэтапном увеличении доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны. В частности, доля атомной энергии будет увеличена к 2030 году на 25%. В эти дни в Копенгагене проходит международная конференция Организации Объединенных Наций по климату. Я планирую принять в ней участие, чтобы способствовать принятию тех решений, которые объединят усилия всех стран. Именно усилия всех стран. Это критически важно. Ведь от наших договоренностей зависит качество жизни будущих поколений на нашей планете.